Друзья, всем привет! Я Виктория, и вы у меня на канале. И у нас тут еще с нами кошка, которую зовут Тихия. Она не хочет у меня уходить с рук, ну, значит, будет так сидеть. И сегодня у нас речь пойдет о зимнем моем парфюмерном гардеробе. Я начну с аромата, который у меня вызывает всегда бурю эмоций и даже какого-то непонимания. Это Le Instant Magique от Guerlain. Друзья, я долго билась над его загадкой. Я смотрела кучу отзывов других парфюмерных блогеров, и я до конца не могу его понять. Здесь пудра миндальная, горько-миндальная. В базе тут есть мускус, скорее всего, это белый мускус. Здесь есть ваниль. Тут есть цветы. Ну, знаете, в чем проблема у меня, что я не представляю какой-то у него такой один образ. Я пыталась идти через цвет, то есть понять, ну вот с каким цветом у меня ассоциируется. У меня получился какой-то такой, знаете, либо синий электрик, либо такой голубой, ярко-голубой, даже, возможно, вот этот цвет Тиффани, знаете, такой голубой, зеленый, слегка с оттенком, но яркий, обязательно яркий. Возможно, фиалковый, тоже такой яркий. И когда я слышала парфюмерных блогеров, кто-то говорил, это пирожное, это такой десерт с такой посыпанной миндальной пудрой, ванильной. Я такая, да, это десерт. Потом кто-то говорит, знаете, нет, это такая вот, как будто бы только что человек чистый вышел из душа, и вот он нанес на себя косметические средства, в том числе и пудру, и от него вот так вот такой аромат дорогих уходовых средств и пудры. И я такая, да, точно. То есть я согласна со всеми отзывами, и я не могла составить его один цельный образ. Я до сих пор не могу у себя в голове как-то его систематизировать. Но чем я его дольше ношу, особенно вот сейчас, когда уже такой небольшой минус на улице, тем больше он мне нравится именно зимой. Купила я его летом, и летом я вообще его, я не могла его носить, я его не поняла абсолютно. Еще меньше, чем сейчас. Сейчас хотя бы я хоть и не поняла, но он мне нравится, он мне стал нравиться. Я вот сегодня целый день хожу в нем. Так, и давайте дальше. Это Zadig Voltaire This is Love. У меня тут уже, смотрите, довольно-таки много я использовала. В прошлую зиму я его носила, прошлой зимой точнее, я его носила, не снимая вообще. И я помню, как этот аромат был такой мороз. Если помните, прошлая зима в Питере, она была с морозцем. И я помню, как я садилась в машину, еще в такую холодную, непрогретую ледяной воздух, и он заполнялся этим согревающим, потрясающим парфюмом. Он такой цветочно-фиалково, но стартует он пряно, он стартует имбирем. И в базе он такой сандалово-ванильно, теплый-теплый, уютный-уютный. Продолжим. Zadig Voltaire. This is все. Ну, это популярный аромат. Я думаю, большая часть его знает. Он ванильно-сладкий, с нотками жасмина и с нотками дерева. Согревающий, уютный. На мне он, как и вот этот аромат, друзья, они оба, они стойкие, они шлейфовые. Просто, когда я его купила летом, он был очень тихий, а вот зимой он зашлейфил. Если кто купил его в тепло еще, попробуйте, и не шлейфил, попробуйте его зимой. Кстати, у меня уже осталось меньше половины.
Но зимой хочется таких ароматов, как объятие. Объятие. Я его все время с серотонином сравниваю. Так, друзья, давайте тогда дальше пойдем. Это нарцисса, красный кубик. Аромат тоже, который очень сложно описать. Он пудровый, он стартует цитрусово, и он такой уже ближе к базе становится еще и помадным. Но вот таким прямо однозначно, что это аромат помадный, я не скажу. Вот для меня он все-таки больше пудровый. Но пудра тут такая свежая, она такая... У меня есть вот такое слово, определение, пронзительное. Вот она пронзительная, она, знаете, она вот вроде бы и есть такой эффект у него согревающего этого аромата, окутывающий, но в то же время он вот как будто освежает. Я часто его беру с собой, и вот когда там полдня уже прошло, я такая уже вся в каких-то делах, заботах, я наношу этот аромат, повторяю, и вот этот вот старт, он меня просто бодрит. Я как будто бы вот только что утром вышла из душа, вот там я красилась, да, вот эти все какие-то банные процедуры, и вот я только что брызнулась этим ароматом, и вот ощущение такой свежести начала дня. Мне очень нравится этот такой у него симбиоз и согревающий вроде, окутывающий, и в то же время такой освежающий момент. Так, дальше давайте Виза. Почему я так сказала? Виза. Виза Роберт Пиге. Аромат тоже слегка пудровый, но пудра тут фруктовая, и я бы даже сказала, что это грушевая пудра. Это тут редкий случай, когда груша мне в аромате нравится, потому что она тут не звучит, прям вот я даже думала его включить в подборку фруктовых ароматов, те, которые я именно зимой в холод ношу. Но нет, я не могу его сказать, что включить в фруктовые ароматы, потому что вот эта нота груши, она очень пудровая, и это скорее пудра с таким фруктово-грушевым оттенком уходового такого средства. Знаете, есть такое у дорогой груши, у ноты, вот то, как я это слышу, да, когда я считаю, что это нота дорогого именно аромата. Это не от цены зависит, да, это от того, как он сделан. Вот такая запудренная нота груши оттенком, которая проходит, у меня вот она такие ассоциации вызывает, что это дорогой аромат. И тут есть кожа, кожаная нота есть в базе, но она такая тихая. Вот знаете, если не знать, что там есть кожа, даже ее... Я долгое время даже не думала, что она там есть, потом посмотрела пирамиду и удивилась. Там очень много вообще нот в этой пирамиде. Но вот кожа, она такой скорее придает пряный оттенок. Это та самая кожа, которая пряная кожа. Вот тут скорее такой есть момент. Тоже аромат укутывающий, аромат создающий ощущение, вот как будто дополнительный, да, какой-то слой на тебе одежды, который тебя согревает. И вот он идет, этот аромат, прям вот все время со мной. Он не такой, знаете, не на километр там, не на метры бьет, а он все-таки находится где-то рядом, но он довольно ощутимый. Вот особенно я его сама чувствую, мне очень это нравится. Как, в принципе, вот и Le Instant Magic, и Нарцисса, они тоже вполне носибельные куда-то в офис, да, где близкий контакт, и никого не придушат. А вот этот, он довольно громкий. Вот этот уже немного потише, но и его так все любят. Я не знаю, кому может он не понравиться, даже если он будет такой довольно шлейфовый. Так, дальше Versace Crystal Noir. Друзья, думала, что этот аромат у меня хорошо пойдет летом, но нет, он вот отлично сейчас у меня идет, потому что он, есть такая для меня категория ароматов. Это однозначно зимние ароматы, но они у меня как такая отсылка в лето, которые создают вот ощущение, что
а, чтобы я не забыла, что лето оно существует, оно будет, и будет солнце, будет море, будет пляж, будет кокос, который здесь есть, белые цветы будут цвести вокруг, а кокос будет такой солоноватый, как кокосовое масло. И тут тоже есть в начале имбирь, такой пряный. Аромат очень-очень, да простят меня все, но для меня это аромат сексуальный. Я его не могу определить, что это женский или мужской. Я его вижу хоть на ком. Не вижу в нем ничего такого, чтобы он был только женский. И поэтому он вот подчеркивает чувственность. О, да, вот это слово. Это чувственный аромат. Чувственный, да. Такая летняя страсть, знойная в зиму. Люблю его. Он тоже, ну, вы, наверное, все знаете, что это очень стойкий и шлейфовый. И вот здесь я у себя из закромов, так, из закромов я, достала чай. Это Ксерджов Лира, друзья, у меня пока нет флакончика целого, но я вот так сказать, берегу. В общем, нравится мне этот аромат, пока я не расщедрилась на целый флакон, но он у меня, так сказать, в виш-листе. И это, вот, вы знаете, этим ароматом надушиться и идти на какой-нибудь базар рождественский. Тут есть нота лаванды и ваниль. Ваниль здесь, ощущение, что здесь несколько видов ванили, как будто здесь там бурбонская, мадагаскарская, я не помню точно, но здесь такая, прям вот это самая настоящая такая, вот эта, которая не кондитерская ваниль, а именно такая, ну скажите мне, я вам скажу, стручковая ваниль, так что ли она называется, я не знаю, как она правильно называется, но, в общем, не кондитерская, такая вкусная ваниль с горчинкой. И здесь есть нотка лаванды, и она, этот аромат немножко как будто освежает. Она делает его объемным, освежающим, и тут есть что-то пряное есть, что-то такое напоминающее о глинтвейне, о теплых, уютных зимних вечерах. Аромат, ну вот просто, это просто для меня аромат Новый год. Не елка для меня напоминает про Новый год, а вот этот вот аромат. Ой, прям у меня уже зазвучали все новогодние песни в голове. Так, и еще один аромат. Тоже я его берегу для особых случаев. Это Серж Лютанс, и это ванильный лес. Унбуа ваниль. У меня такая фантазия про этот аромат. Вот знаете, образ складывается. Вот о чем я говорю, что вот у меня не складывается цельный образ Le Instant Magique, а здесь прям цельный образ есть. И я их не придумываю, они у меня просто приходят, да, какое-то настроение. Я понимаю, о чем, какая тема аромата. Вот у этого аромата тема ванильная свеча. Я тут отчетливо чувствую воск. Тут есть воск в пирамиде, он указан. Но вот когда я ощущаю этот аромат, у меня прям, знаете, такое ощущение, что вот эта вот свеча, такая хорошая, из дорогого воска свеча, и вот она просто стоит рядом со мной, а я очень люблю этот аромат свечи, ванильной или какой-то вот, не знаю, кофейной, вот с таким вот ароматизатором. И вот этот старт, он просто для меня об этой свече ванильной. Потом, конечно, слегка притухает, да, вот этот аромат воска,
И больше все-таки он становится древесно-ванильным, но я никогда, я нигде не слышала вот такой потрясающей ноты. Я не знаю, есть ли еще такие фанаты, как я, э, аромата воска, но я его почему-то очень люблю. Он для меня про какое-то спокойствие, про умиротворение, чуть ли не в какую-то медитацию я впадаю, когда вот этот аромат чувствую. А, Потрясающий. Так, ну вот, друзья, если вы э, имеете возможность, то и вам нравятся эти ароматы, то я прям очень за вас рада. Покупайте их флаконами, они этого достойны. Все, друзья, вот такая была у меня подборка зимних, уютных, согревающих ароматов. Пишите ваши любимые зимние ароматы, пишите что-то. Кстати, напишите ваши образы или Instant Magic, складывается у вас картинка, не складывается. Мне очень интересно, я правда прямо все читаю, все смотрю, что нахожу интересного и пытаюсь у себя в голове сложить все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте палец вверх, ставьте колокольчик, подписывайтесь на канал. Всех целую, всем пока.